Уже второе утро подряд у нас за окном вот такая вот красота. Кстати, солнце здесь встает почему-то позже, чем у нас во Вроцлаве. Здесь светло стало буквально минут 20 назад, а сейчас уже около 8 часов утра. Всем привет! Сегодня третий день нашего отпуска, и мы находимся прямо напротив того места, в котором мы вчера были, до которого мы вчера смогли дойти. Нам оставалось совсем чуть-чуть до самого верха горы. Да, вот это вот я сейчас приближаю, это именно то схрониско, в котором мы были, в котором мы попили чай и приняли решение, что Мы идем обратно, потому что мы забоялись, что станет слишком быстро темно и будем идти по темноте потом вниз. Ну и плюс ребенок очень-очень сильно устал, поскольку мы вчера сделали, я посмотрел по своему шагомеру, 25 тысяч шагов. Ребенок делает пару шагов на один мой шаг, то есть она где-то около 50 тысяч шагов точно сделала. Ну и подъем был довольно-таки резкий, поэтому не только ребенок, в принципе, мы тоже ощутили эту дорогу, она была очень-очень для нас тяжелой. Но там началась буря, условия уже были слишком тяжелые, ребенок уставший, так как я уже говорил, мы решили все-таки вернуться обратно. Струсили, короче говоря, проложили себе путь, который не осилили. Сегодня над нами очень-очень хорошая погода, благосклонная такая, даже периодически где-то выступает солнышко, такие порванные облака над нами на улице. -3, -4, свежий морозный воздух, и хорошо, что под ногами нет слякоти, довольно-таки все чисто, сухо, потому что мороз. Идем дальше. И кстати, мы завтра вечером уезжаем в город. Вот мы вышли из городской черты, наконец-то. Большая половина дороги была первой дороги, то есть в одну сторону, потому что я сделал дорогу круговой. Большая половина дороги была по городу, но все равно рядом был лес все время. А теперь мы вышли прямо полностью в горы, полностью в лес. Красотень. Такой заброшенный сарайчик. Идешь по лесу и гидрант. и там еще один. Ну и дорожка достаточно удобная, как и везде. Через каждые 20 где-то метров, да, гидранты стоят на случай пожаров лесных. О чем вы говорите? Говорим о том, что вот этот красный столбик, это гидрант, к нему подведен под землей водопровод, и в случае, если здесь будут пожары какие-то в лесу, приезжает пожарная машина, подключает шланг и тушит лес, понимаешь? Да. Чем выше мы поднимаемся в горы, тем больше следов зверей. Немножечко страшно, потому что неизвестно, что это. И если это заяц, то окей, а если это волк, то не очень хорошо. А если это лиса? А если это лиса, ну тоже как бы не очень хорошо. Главное не дразнить животных, зверей. А если это медведь? У медведя нет таких лапок. Нет, это скорее всего заяц все-таки. С комфортом. Владька поехал. Я хочу домой, под одеялком спрятаться и заснуть. Сегодня нас санки выручают, правда? Мы иногда ее везем, и получается легче, быстрее получается. Ну и она чуть-чуть отдыхает. Я сейчас покручу камерой и покажу просто, насколько это все вокруг выглядит как в сказке.
Владька, помаши. Моя ты бусинка. Продолжаем идти. Сейчас уже дорога нас ведет в город. Обратно возвращаемся домой. Я не снимаю маску с носа, потому что у меня невероятно много соплей появилось. Не могу вдыхать носом воздух. А ртом не вдыхаю, потому что он морозный. Боюсь заболеть. Короче, Владик смеется надо мной всю дорогу, а я мерзну. Вот так. Хочу вам рассказать, мои друзья. Все это очень и очень весело, занятно. Во-первых, это мой выезд в горы. Стоит ли говорить, да? В моем возрасте как бы человек еще ни разу не был в горах. Но такое бывает, такое возможно. Приехав сюда в первый день, мы были настолько ошарашены этой всей красотой. Эти леса, эти красивые водопады, эти камни, скалы. Но мы прям очень под таким большим впечатлением. И что вам хочу сказать. Если у вас есть возможность выезжать, обязательно выезжайте. Я об одном могу сказать, что жалею, что не ездила раньше. Нельзя сказать, что этот отдых стоит своих денег, потому что деньги были потрачены совсем минимально, а те эмоции, которые мы получаем взамен, они вообще бесценны. Я обязательно сюда приеду еще раз. И зимой, и скорее всего и летом буду приезжать, потому что я просто влюбилась. Шклярска-Паремба – это невероятно красивый город. Я, как малое дитя, радуюсь ежедневно этому всему. И у нас вид из окна на горы. Я просыпаюсь, и даже когда еще за окном темно, то смотрю на город, который светится огоньками. Там горит елка в центре города. И на фоне зимних, красивых таких вот снежных гор это действительно похоже на какую-то картинку из книжки, из каких-то сказок детских. Оно того стоит. Ребенок с сосулькой. Ой. Ну, тогда надо еще вон там. Сорви ей ту, которая посерединке. Во, смотри. Вот это сосуля. Господи. Только не облизывать. Ты же меня знаешь. Владь, сколько я тебя знаю, ты не так много вообще сосулек видела в своей жизни. Красотища, мы настолько высоко сейчас и настолько глубоко, если можно так выразиться, в дремучем лесу, по обе стороны такие чащи прям непроходимые. Красотища. Все это в снегу. Я надеюсь, это уже последние метры в гору. Дальше уже будем идти вниз. Потому что немножко ножки подустали. Конечно, за эти 4 дня такого активного отдыха в горах я столько прошла, сколько, наверное, за весь год проживая в городе с общественным транспортом не прошла. То есть хотя бы иногда нужно давать своему организму не просто отдыхать, лежать где-то на пляже под солнышком, а и вот так вот взбираться на какие-то горы. Фух. Тоже очень полезно. Что? Идем, Владюс, ты сосулька. Вот по эту сторону такие красивые скалы, которые прям нависают над дорогой. И судя по тому, что периодически под ногами встречаются камни, не только маленькие, но и даже очень немаленькие, ясно и понятно, что эти скалы периодически сбрасывают с себя какие-то камни. Камни летят вниз, летят в лес. Вот такая вот красота. Владь, поднимайся сюда. Давай, зайчик, еще чуть-чуть осталось. Ты такая маленькая на фоне всех этих деревьев и гор. Такой мир вокруг тебя огромный, а ты просто карапуз.
Смотри, обернись назад, посмотри, как красиво, как мы высоко. Да. Да. Владька, конечно, под таким впечатлением от нашего такого активного отдыха каждый день отсчитывает дни, когда же она наконец поедет домой. Вот настолько вот приучен ребенок к городу, к компьютерным играм, скучает за своей подружкой. И мы с Владом стараемся максимально получить удовольствие от этих прогулок. А Владька с каждым часом просто вздыхает и вспоминает о том, что еще немножко, еще чуть-чуть, и она едет домой. Так, папа, как ты туда забрался? У нас обувь неподходящая, мы скользим. Мы тут как на лыжах. Вот это вид. Залезли так высоко, как могли. На сегодняшний день это наша самая высокая точка Мы, наверное, еще восхождения. О, вот как раз эта башня, которую там видно с этого города. Я добываю все сосульки. Я Ну, в вдруг игре чего я тоже сосульки. Я добываю их. Нет. Владик, приятного аппетита. Спасибо. Так кушать можно. А как кушает Владик, я вам сейчас покажу. So hard cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. Вот сейчас мы находимся в центре, и хотелось бы показать, похвастаться, какую высоту мы вчера преодолели. Вот там вот на самом верху есть башня, и вот именно с этой башни были сделаны видео со вчерашнего дня. Поднялись мы где-то около 300 метров вверх гора. И вот на эту высоту мы поднимались. Было нелегко, но мы справились. А сейчас мы возвращаемся домой. Была у нас попытка выйти в горы. Четвертый раз, да? Четвертый раз, уже четвертый день. Хотелось завершить наш отпуск тоже таким серьезным крутым подъемом. На 15 километров наша трасса была рассчитана, но мы возвращаемся домой. К огромному сожалению, поднялся очень сильный ветер, несмотря на то, что небо чистое, солнечное. Но не хотелось бы, чтобы нас застала буря в горах, это во-первых. А во-вторых, меня немножечко подвело мое колено, которое я вчера потянула, по всей видимости. И сейчас очень трудно мне даются шаги, особенно вниз. Владик расстроен. Владька довольна, потому что не придется опять подниматься в горы. Да, для нее это уже слишком много, по всей видимости. Но все равно мы довольны нашим отпуском. Этот день нам никак не испортил наш отдых. Получится или не получится передать это на камеру, не знаю. Вот этот туман, который вы сейчас видите над лесом в горах, это не туман. Солнечный день, морозный день, это ветер. И это то, что нас встретило бы, если бы мы пошли в горы. Сейчас уже несколько часов находимся дома. И с каждой минутой все больше и больше убеждаюсь в том, что это был правильный выбор, правильное решение не идти сегодня на прогулку. Потому что там творится
что-то очень-очень такое серьезное. Ветер, конечно, сильный, и могли нарваться на серьезные неприятности. А какие они, эти неприятности? А вот увидишь. Вот и подходит к концу наш отдых. Сегодня нас очень сильно испугала погода, и мы проводим этот день максимально пассивно. Сейчас вышли с ребенком на горку, чтобы она покаталась на санках перед отъездом, потому что у нас во Вроцлаве снега как не было, так и нет. Поэтому, как говорится, на дорожку решили немножечко поездить. Здесь все началось, и здесь, как говорится, все и закончится. Это был наш первый маршрут в наш первый день. Сейчас у нас остался буквально часок до отъезда, и мы решили еще раз сюда прийти, в этот лес зайти. Он очень-очень близко к нашему отелю находится. Владюха очень хотела покататься на санках. Мы взяли с собой санки. Оделись потеплее, потому что сегодня ветер сумасшедший, целый день не утихает. Ну и вот как бы так чисто символически вот пришли и прощаемся с Шклярской Парембой. Очень грустно, что мы уезжаем отсюда всего лишь через 4 дня. Я думаю, что было бы неплохо остаться здесь хотя бы на неделю, чтобы было больше времени, больше возможностей где-то побывать и что-то посмотреть. Скорее всего, очень-очень много еще красивых мест мы не увидели. Во Вроцлаве! Мне очень здесь понравилось. Я и вам советую здесь отдыхать. Подытоживая, отдых у нас удался. Мы посетили Шклярскую Парембу, считайте, что весной, так как была такая дождливая погода без снега. И сейчас мы в том же месте, где мы были в первый день, уже зимой. Заканчиваем здесь. Всем пока! И до новых встреч с моей сосулькой. Всегда хотела снять, как выглядит электричка в Польше. Хочу акцентировать внимание, это не поезд, это электричка, на которой из пригорода люди в город ездят каждый день на работу. Уже сидим в поезде, и сейчас будем уже отъезжать во Вроцлав из Шклярской Парембы. Сейчас очень сильный ветер. Я об этом говорю на протяжении всего дня, когда снимаю видео. Ветер еще более усилился. Сейчас около 40, мне очень тяжело переводить с польского на русский. Около 42 км в час уже ветер, он поднимается все сильнее и сильнее, и мы уже даже думали, что, может быть, останемся до завтра, потому что номер проплачен у нас до 28-го, то есть до завтрашнего дня, и поэтому были такие идеи оставаться, ночевать еще на одну ночь, но нет, все-таки поезд приехал, мы уже сидим в вагоне, я надеюсь, без каких-либо проблем. Сейчас доберемся до Вроцлава, через 3 часа уже будем спать в своей кроватке.
Я уже соскучилась, если честно, за своей квартирой, и хочется отдохнуть, тем более отдых был активный, и теперь от этого отдыха нужно еще пару дней отдохнуть дома. Оставайтесь с нами дальше, следите за нашими приключениями и Всем пока-пока. И до новых встреч.